Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут мероприятия, которое должно состояться 10 августа. А что же произойдет в эту дату, спросите вы у меня? А дело в том, что мы получим официальную премьеру долгожданного смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Стоит отметить, что с каждым днем мы получаем все больше и больше информации о данном гаджете. И вот на днях смартфон засняли на производстве. Стоит отметить, что засняли не сам смартфон, а точнее его дисплей. Фото в целом подтверждает изображение Mi Mix 4, публиковавшееся в сети ранее. Сразу же можно заметить, что углы экрана закруглены в меньшей степени, чем у того же Mi 11. Многочисленные инсайдеры, а также утечки в сети говорят нам о том, что смартфон Mi Mix 4 получит целых 3 подэкранных датчика или модуля, а именно датчик света, сканер отпечатков пальцев и, собственно, фронтальную камеру. Мало того, на данный момент известны практически все технические характеристики смартфона. Итак, основные фишки Mi Mix 4 это мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 888+, гиперболоидный экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1080+, 50-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL в основной камере, фронтальная подэкранная камера нового поколения, 2 аккумулятора емкостью по 2430 мАч с поддержкой проводной 120 и беспроводной зарядки на 70 или 80 Вт и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Вернемся к фото. Если посмотреть на него, то сразу же можно заметить, что смартфон Xiaomi Mi Mix 4 будет оснащен очень узкими рамками с 3 сторон. Также напоминаю, что совсем недавно в сети появилась фотография защитного стекла смартфона. Если сложить все данные, полученные с 2 снимков, то мы увидим почти безрамочный экран. Только внизу будет мини-подбородок. Но теперь можно сказать с уверенностью, что мы идем в эру полностью безрамочных смартфонов. Также эта фотография доказывает, что этот смартфон станет первым устройством компании Xiaomi с подэкранной камерой. Но стоит отметить, что компания использовала самостоятельную разработанную компоновку пикселей, при которой свет проходит не через отключаемые пиксели, а в зазоры между ними. Кроме того, компания удвоила количество пикселей как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, доведя плотность до того же уровня, что и в остальной части экрана. Экран над камерой имеет такие же характеристики цветопередачи, гаммы и яркости, что и весь дисплей. Не стесняясь, компания Xiaomi утверждает, что ее подэкранная камера способна обеспечивать такое же качество изображения, как и обычные селфи-камеры. По части разрешения экрана Mi Mix 4 не сможет конкурировать с топовым смартфоном на сегодняшний день Mi 11 Ultra. Дело в том, что новинки приписывают дисплей с разрешением всего Full HD+. Данное разрешение обусловлено подэкранной камерой, ведь экран с большим разрешением не дает возможность внедрить данную технологию. Впрочем, как уверяет производитель, по качеству картинки такая панель должна быть все равно выше, чем у других смартфонов с дисплеями аналогичного разрешения. Диагональ дисплея, как и у всех конкурентов, а именно 6,67 дюйма, технология OLED. У этой технологии есть конкретный перечень довольно значимых преимуществ перед своим основным конкурентом LCD. Вкратце их можно перечислить примерно так. Меньше потребляемой энергии, черный цвет означает, что на пиксель вовсе не попадает напряжение, очень хорошее рассеивание света, что позволяет значительно расширить угол видимости, большая насыщенность цветов. Также смартфон будет оснащен памятью UMC P5. Вы спросите, что это такое? Это первое в отрасли многокристальное решение, в одном корпусе которого упакована флеш-память NAND, контроллер UFS 3.1 и оперативная память с пониженным энергопотреблением LPDDR5. По словам производителя, однокорпусная компоновка позволит массово внедрять расширенные мобильные функции, которые ранее были доступны только в дорогостоящих флагманских устройствах. Эту микросхему мы увидели в прошлом году. Показала ее нам компания Micron Technology. Оперативной памяти будет 8 или 12 гигабайт, своей до 512 гигабайт. В основной камере предположительно должен использоваться новый 50-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL GN1S. Данное решение является промежуточным датчиком, который будет более эффективным, чем GN1, но менее эффективным, чем GN2. Здесь используется биннинг пикселей и размер одного равен 0,7. Ожидается, что новый сенсор предложит какие-то улучшения, которые
которые позволят улучшить качество снимков в условиях плохого внешнего освещения. Дополнительно ожидается использование датчиков разрешением 28,5 мегапикселей. Также известно точно, что смартфон Xiaomi Mi Mix 4 должен поддерживать быструю 120-ваттную проводную и 70 или 80-ваттную беспроводную зарядку. Телефоны со сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт оснащены технологией жидкостного охлаждения для регулирования внутренней температуры устройства. Слухи приписывают Mi Mix 4 также платформу Qualcomm Snapdragon 888+. Обновленная платформа оснащена полным арсеналом функций Snapdragon Elite Gaming, которые позволяют использовать всю мощь сверхплавной отзывчивости, насыщенной цветовой HDR графики на мобильных устройствах с уровнем производительности настольных ПК. По сравнению со своим предшественником Snapdragon 888 Plus предлагает увеличенную тактовую частоту ядра Creo 680 до 3,0 ГГц. А также мы получим шестое поколение Qualcomm All Engines, что дает нам улучшение более чем на 20%. Что немаловажно, смартфон оснащен двумя стереодинамиками и NFC. Корпус должен соответствовать степени защиты IP68. Xiaomi Mi Mix 4 станет первым смартфоном с новой фирменной прошивкой MIUI 13, которая полностью устраняет текущие проблемы MIUI 12.5 и принесет больше функциональных обновлений. Weibo аккаунт Panda, имеющий хорошую репутацию, сообщает, что наиболее ощутимые изменения коснутся дизайна интерфейса. Согласно имеющимся данным, MIUI 13 получит переработанные шрифты и анимации. Кроме того, в новой оболочке будут изменены иконки приложений и добавлены новые обои. Что касается новых функций, пользователей ожидается возможность запуска игр в оконном режиме, а также технология объединения памяти. Презентация ожидается в августе этого года, а именно 10 августа. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Xiaomi Mi Mix 4 должен получиться просто бомбическим смартфоном. Самое главное, что мы увидим самые новые наработки на 2021 год. То есть все крутые наработки, которые вы можете себе только придумать, ну, конечно же, в разумных мерках. Но вы должны понимать, что компания Xiaomi за данный смартфон попросит немало денег. Но все же мы должны понимать, что мы платим в основном за экран. Тут экран будет бомбический с подэкранной фронтальной камерой нового поколения. Также мы получим просто отличную основную камеру с новым датчиком. Также мы получим просто бомбическую оперативную память на 12 гигабайт и на 512 гигабайт своей в новой компоновке. И все на высшем уровне. А также MIUI 13 дает о себе знать. Ну что же, все равно ждем данный смартфон, ждем презентацию данного смартфона. Я уверен, что мы получим просто отличную презентацию, где мы увидим бомбический смартфон, который может конкурировать легко с брендами. Ну что же, ждем. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.